созданные по образу и подобию Творца, сами являемся творцами чаще всего только своих несчастий. Конец 20 века оказался богатым на открытие феноменов человеческого сознания. Но никто из обладателей уникальных способностей не мог передать свой опыт другим. А оказывается, обучать взрослых творить чудеса могут даже дети, как эти две очаровательные Юли, полностью потерявшие зрение. Значит, Юлю Светленькую Соколову практически с рождения. То есть, поскольку папа врач, значит, она как родилась, через некоторое время уже было понятно, что там диабет. И мы ее знаем с рождения. Она вот у нас на руках, вот она слепла, то есть все же было хорошо, то есть все было нормально, она видела, то есть ее, ну все было прекрасно. Но мы-то, конечно, знаем, что вот этот врожденный диабет, он приводит к тому, что постепенно люди теряют зрение. Вторичная глаукома, это глаз изнутри распирает, это боли, которые снять ничем нельзя, потому что вот эти боли в глазу, они сильнее, чем вот зуб болит, чем холецистит или что-то другое. И при такой глаукоме мы глаз должны убирать. То есть не операцию делать какую-то там, чтобы нормализовать давление, а показано удаление этого глаза, чтобы спасти человека от боли, чтобы избавить его от этого. И вы это сделали? Значит, ну, знаете, не я конкретно, поскольку я вот последняя инстанция, кому показывали, то есть показали одному доктору, пришли и сказали, что да, надо убирать глаз. Пришел ее папа, и я категорически сказал, что убрать, причем завтра же убрать этот глаз, потому что операционный день. И через некоторое время второй, потому что сначала сказал, что давайте мы ей сразу два глаза уберем, чтобы один раз давать наркоз. А он не согласился. И она говорит, что нет, не надо, не надо. И вот это вот не надо, понимаете, вот я не знаю, откуда взялось вот это не надо. Я говорю, ладно, значит, давайте завтра мы уберем один глаз. И сразу же на следующий день, все, операционный день, врачи убирают этот глаз. А через буквально тут 2 дня он узнает, что вот приехала группа Бронникова у нас в санаторий, и взяли ее полечить, хотя она, в общем-то, уже большая, то есть не ребенок, а уже возраста за 20. Ну, мы говорим, конечно, пусть папа пойдет. И они ее взяли. Первая основная направленность наша – это помогать больным, инвалидам, которым обычная медицина помочь не может. Потом, что ценно, что мы не используем ни иглоукалывание, ни какие-то массажи, мы ничего не используем, а процесс идет. Что процесс строится, повторяю, на обучении. Если человек, у которого отсутствуют органы зрения, отсутствуют, допустим, где не можно быстро как-то восстановить и прочее, то человек получает так называемый альтернативный способ видения, видеть мозгом. Вообще я вам скажу, что самая большая проблема существует у родителей и, наверное, у детей, это потеря интереса, отсутствие цели. Когда ребенок плохо учится, плохо запоминает, не участвует нормально в школьном обучении, ну, никто с ним ничего поделать не может. То есть он какой-то вот, как бы, очень зажатый, какие-то комплексы, заторможен, да. И вдруг, когда вот мы перед всей аудиторией вызываем таких детишек, начинаем с ними разговаривать, начинаем обучать, что-то новое совершенно ощущать, что-то по-новому, что-то осознавать. Знаете. Обучаем его тут же, вот на глазах у всех, буквально за короткое время ребенок тут же преобразовывается. Преображается. Да, преображается, и возникает у него какая-то внутренняя уверенность. Он как бы, как улитка, выползает из внутреннего этого состояния и начинает вдруг, ну, я даже сказал бы, творить чудеса на глазах. В глазах у тех же удивленных учителей, родителей. И более того, после вот таких упражнений с детьми, когда они начинают совершенно что-то новое осознавать, ощущать, они жаждут с нами общаться, жаждут учиться этому. То есть мы никого не зовем, если ребенок какой-то, допустим, не хочет заниматься, мы ни в коем случае не имеем права заставлять. У нас занимаются только те, кто хотят. Более того,
не просто хотят, дети рвутся и ждут день, когда будут заниматься. Особенно, я хотел бы повторить, это выражено очень сильно у больных детей. Вот наша основная вот направленность – это помогать детям-инвалидам с церебральным параличом, с атрофией нервной системы, слепым. Они получают очень быстро совершенно новые качества, новые возможности. У них открывается колоссальная перспектива. Они чувствуют эту перспективу, понимаете? Как тонущий человек ищет, за что ухватиться, так же здесь. И он не просто ухватывается, но он видит перспективу. Понимаете, у них концепция немножко, понимаете, другая. Потому что для меня это лечить, а у них другое. У них вот это лечение получается вроде как побочный эффект. Вот я это еще не могу понять, поскольку вот я врач уже долго, знаете, для меня главное, что делать, это лечить. Они говорят, нет, вы должны научить человека, чтобы он сам себя мог исправить, чтобы он мог, конкретно лечить, чтобы он мог не допустить у себя болезни. И вот они ее, с их точки зрения, они ее научили. Мы надели Юле повязку, мужчина, хотя при ее полной слепоте в этом не было необходимости. Стоит, а другой наклонился. И у них разные рубахи по цвету. У того, который наклонился, рубаха красная у меня. Вот. А тут у меня четверостишье. Читать его? Да. Угу. Это можно. У Пе Папа плотник. Она убрала боль. Понимаете, убрала боль. Боли нет. Но это одно. Мы, стали смотреть, потому что я лично и заведующий отделением, который ее оперировал, мы ждали, что глаз порвется. Понимаете, порвется. Потому что с одной стороны началась стафилома, с другой стафилома, и все. И они к нам ходили на занятия. Вот. Я, конечно, смотрел, как это все идет. Вот. Но, тот опыт, который у меня там за 33 года, я понимал, что наступит состояние, когда глаз порвется, и мы вынуждены его убрать. Понимаете? То есть вот эта ортодоксальная наша медицина, вот как меня научили, то есть я считаю, что это будет вот так. И оно так не случилось. Понимаете, это на моих глазах я видел, что понимаете, глаз. А потом он начинает нормализоваться. Понимаете, у него уходят вот эти выпячивания, вот эти стафиломы, они уходят. Давление нормализуется, потому что я могу понять, что значит снять боль. Я могу сделать анестезию, и боли не будет. Но давление останется, действие анестетика пройдет, и опять это будет боль. А у нее давление начало падать. Понимаете, давление, она начала снижать себе давление. У нее сейчас давление нормальное, абсолютно нормальное давление. Понимаете, вот в это мне трудно поверить. Потому что такая глаукома, там изменение в углу передней камеры внутри, оно не может нормализоваться. Не может быть. Не может, то есть этого быть не может. Но я своими руками смотрю, что давление у нее нормальное, что глаз мягкий. Я ее показываю другому доктору. Посмотрите, где-то перфорация, где-то порвался. Мы просто не видим. Смотрим же со всех сторон, нет уже его, нет. То есть он не порвался, глаз нормальный, причем он хорошо выглядит, глаз. И вот у меня теперь это внутри вот так и есть. Ведь это же я сказал правый убрать. И вот теперь у нее правый глаз протез, а левый это ее глаз. Понимаете, причем он почти нормальный глаз. Представьте, ребенок еще маленький, еще плохо ориентирован в жизни, и вдруг он получает какие-то новые ориентиры, новые осознания. То есть, возможно, как раз происходит помощь ребенку в осознании и нахождении самого себя. То есть, благодаря наших таких общений и занятий, которые строятся чисто на обучении,
действительно начинает пробиваться личность. Осознавать себя скорее так, да? Да. Вот через осознание себя проявляется личность. А в чем заключается принцип методики? Чему вы, собственно, обучаете? Очень простые упражнения, которые учат наш организм включать определенные плохо развитые функции. В обычных упражнениях, в игровом моменте дети или взрослые приобретают совершенно, с одной стороны, несвойственные способности, например, чувствовать энергию в своих руках. Многие сейчас, в принципе, владеют этим, ощущают там какую-то энергию, обращаются с ней. Как развивать подсознательную функцию свою, каждый знает из вас. Нужно качать мышцы, там, заниматься различными упражнениями. Как развивать свое сознание, мало кто знает. А как развивать сверхсознательную функцию, почти никто не знает. Но, сталкиваясь с различными, общаясь с различными учеными, врачами, эти специалисты даже в области психиатрии даже не знают, что такое сверхсознательная функция. К великому сожалению. В двух словах хотя бы. Как вы используете ее? Знаем мы о ней или не знаем, но мы часто пользуемся, допустим, мы про интуицию ничего не знаем, но мы используем ее в своей жизни. А как используете вы сверхсознательную функцию? Во-первых, мне необходимо сказать, что за сверхсознательную функцию в нашем организме отвечает правое полушарие мозга. То есть правое полушарие мозга отвечает за нашу чувствительность, за органы чувств, за абстрактное восприятие. То есть это часть мозга, которая работает непосредственно с информацией. А переработкой информации занимается левое полушарие мозга. То есть то, что отвечает за логическое мышление. Эти зрячие дети, обученные Бронниковым, одинаково свободно играют в шахматы с открытыми глазами и с завязанными. Если у обычного человека работает 3-4% нервных клеток коры головного мозга, то что можно сказать? Можно ли приблизительно хотя бы сказать, сколько включает Володя? Володя, конечно, включает, судя по этим данным, он включает 80%, не меньше, потому что мы видим, что здесь активация идет мощная просто, мощная активация. И это состояние, которое наблюдается в процессе этой деятельности, в процессе ясновидения, это ребенок читает с закрытыми глазами текст. Когда кандидат прожил такой жизнью достаточно продолжительное время, чтобы остановился поток духовной энергии. Речь идет об управлении мозговыми процессами. Это самое ценное, что только есть у Бронникова. Что это не просто спонтанно возникающий процесс, это процесс управляемый. Так выглядит томограмма мозга обычного человека в процессе творчества. Красная – это активные зоны. Желтые – это беспорядочное мышление. Трудно дается творчество. Это томограмма ученика Бронникова. Вы видите, что почти все клетки мозга включены в творческий процесс. Они красного цвета. А это его же томограмма в состоянии покоя. Желтый фон отсутствует, то есть нет беспорядочного мышления. Он контролирует свои мысли и слышит голос безмолвия.